Приветствую. Обзор-анализ прогноз криптовалют. Прошло уже более половины первого месяца 2022 года, и как и обещали, Центробанк начали проверять операции российских банков, связанные с криптообменом. И не просто пополнение и списание, а платежи между физическими лицами. Подается все это под соусом борьбы с казино и форекс-дилерами. Центробанк прикрывается благими целями и заявляет, что такие платежи создают риски потери денег гражданами и вовлекают их в мошеннические схемы. Хотя, как они сами заявляют, никакой правовой ясности в плане криптообменников нет. То есть криптообменниками они могут посчитать абсолютно все, что угодно. Два человека перевели деньги, как-то подвязали к этому крипту, все, ты криптообменник. Обычные криптобиржи 100% к этому подходят. В конце 2021 года Центробанк направил банкам запросы относительно сотрудничества с такими обменниками в части проведения платежей между гражданами, так называемый P2P обмен. Банкиры же заявляют, что ранее таких запросов не поступало. Довольно забавно звучит комментарий Центробанка. Криптовалютные обменники в сети интернет, оказывающие услуги гражданам по покупке и продаже криптовалюты, не регистрируют свою деятельность и не несут финансовых обязательств перед физическими лицами. В памяти сразу всплывает наш самый большой зеленый банк страны, который в принципе смело может вас слать по известному всем направлению, если вдруг не захочет выдавать вам ваши деньги, а просто заблокирует вам счет и оставит все ваши деньги себе. Это к вопросу о финансовых обязательствах перед физическими лицами. И если кто-то может подумать, что только будут мониториться какие-то особенные платежи, то вот, например, комментарий Александра Бастрыкина, главы Следственного комитета России. Криптообменники являются по сути посредническими платформами выполнения заказов по подбору контрагентов для проведения обмена, а механизм их работы организован как череда операций переводов денежных средств между физическими лицами. При этом эти переводы, как правило, не имеют никаких специфических признаков назначения платежа, то есть с учетом этого будет проверяться каждый платеж, даже если каких-то признаков и нет. Зачастую на сайтах криптообменников указаны такие партнеры, как Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Western Union, WebMoney, Золотая Корона. Одни из самых популярных банков и электронных платежных систем. Все они будут подвергнуты проверке, запросы им уже направлены. И вот, например, комментарий одного из обменников. Они, естественно, все отрицают, заявляют, что работают в рамках закона и подчеркивают, что не оказывают услуги по P2P переводам. То есть переводы между физическими лицами под шумок решили промониторить, вполне возможно, для других целей. Может быть, выявить, кто налоги не платит, кто крипту свою не задекларировал, потому что сами по себе криптообменники в стране не запрещены законом. С учетом этого подобные проверки переводов выглядит достаточно странно. И пока в России пытаются найти у кого бы, чтобы заблокировать на счетах, пытаются как-то контролировать криптовалюты, в Майами, в США запускают криптоипотеку для всех жителей любых стран. В статье описаны предпосылки, почему, возможно, возникнет желание купить именно за крипту, потому что многие не хотят фиксироваться, хотят быть долгосрочными держателями. И вот одна из финтех-компаний в Майами решила эту проблему. Они начнут принимать биткоин в качестве залога, а взамен дадут ипотеку сроком на 30 лет. И еще раз уточняют, что услуга будет доступна для клиентов со всего мира. На данный момент ипотекой в Майами заинтересовались жители из 63 стран. То есть не обязательно быть ни резидентом, ни гражданином, и при этом появится возможность купить недвижимость, взять ее даже не просто за кэш, а взять в ипотеку в одном из лучших городов мира. Компания уже выдала несколько таких кредитов в тестовом режиме. Полноценную услугу они развернут в ближайшие несколько месяцев. Стоит за этим последить и посмотреть, как в ближайшие полгода-год на практике будет реализована данная инициатива. И я думаю, если все будет хорошо, то скоро Майами просто разрастаться будет во все стороны. Ну а мы давайте посмотрим, что у нас происходит на крипторынке. Сегодня за 24 часа самый большой рост 16,5% показывает монета Theta Fuel. Аналитическая компания Sentiment демонстрирует вот такие статистические показатели, где явно видно, что у некоторых альткоинов открыты очень большие шортовые позиции. Вот эти зеленые столбики, которые находятся ниже линии экватора, так сказать, растут вниз. Именно на этих монетах открыто больше всего коротких позиций. При ликвидации этих позиций велика вероятность, что цена очень сильно на стопах полетит наверх. Что это за монеты? Самая большая — это Anchor.
Axie Infinity, BNB, Digibyte, монета Flow, Matic Monero, NIR Protocol, OKB и монета Radium. Давайте посмотрим на монету Anchor. Почему же ее так активно шортят? Если взглянуть на таймфрейм дневной, то здесь становится понятно, почему люди открывают шорт. На дневке мы пробили скользящую 200-ку, протестировали ее снизу, вот так это выглядит, и дальше направились вниз. Сейчас явно нисходящее движение, хотя и имеется дивергенция в лонг. Но шортят ее, потому что здесь никаких объемов. К тому же, если посмотреть по структура похожа на завершенный импульс пятиволновой. А это значит, что коррекция может продолжаться вплоть до самого пола. У такого, конечно, вероятности намного меньше, чем разворот, например, плюс-минус текущих уровней, но все-таки это не нарушит структуру движения. На данный момент вот она, расчетная зона, мы находимся в ней. Это та зона, откуда наиболее вероятен разворот. Мы вернулись в проторговку. И вся эта структура у нас это внутренняя структура волны 1, 2, 3, 4, 5. То есть в глобальной перспективе у монеты есть куда еще расти, однако же это только после завершения коррекции. Если смотреть вертикальный объем, то он как раз таки сосредоточен в самом низу. Как показывает практика, вполне вероятно мы данную зону пролетим вниз. И следующая неплохая зона, где возможен разворот, это вот эти уровни в районе 0.05. Поэтому не зря по монете Anchor открыто так много шортовых позиций. Ну а что вообще у нас по альткоинам? Недавно мы заходили в альт-сезон, превышали цифру 75, сегодня она 67. И вот такой краткосрочный у нас получился альт-сезон. Видели его или нет вы? Я не знаю. Я, например, никакого альт-сезона не заметил. На данный момент большинство альткоинов находится по-прежнему в нисходящем тренде. Grayscale, вот, например, за 24 часа после выходных ничего не покупали, кроме монеты Sol. Именно у этой монеты также и положительный баланс за 7 дней. Если посмотреть ее график этой монеты, то мы сейчас находимся на важном уровне. На дневке мы пришли к скользящей средней 200, от которой был отскок на истории. Сейчас также мы один раз уже отскочили, второй раз тестирование происходит прямо сейчас. Все это происходит в расчетной зоне на уровне предыдущей проторговки. Здесь стоит последить, но лонги пока я бы не открывал, потому что нисходящее движение по-прежнему продолжается. Какие еще монеты интересны трейдерам? Вот, например, топ пользователей Твиттера. Эфириум находится на первом месте, о нем пишут в Твиттере больше всего. На втором месте BNB, и Shiba Inu спустилась аж на третье место. Она все еще в топе, но потеряла свои лидирующие позиции. Если честно, я считаю, что это даже хорошо. Когда монета на хайпе, она не может дать новый сильный выстрел. В прошлый раз, для того, чтобы показать новые максимумы, монету укатали в пол, и социальная активность у нее также была достаточно низкая. Сейчас идем к тому же сценарию. С лидирующей позиции мы уже слетели. Теперь нужно, чтобы про нее немного подзабыли. Если посмотреть на график этой монеты, то мы находимся на очень важном уровне, на уровне вот этой проторговки. Приближаемся на дневке к скользящей средней 200, тоже очень важный уровень. И если смотреть на 4 часах, то мы стоп здесь еще не выбили. После предыдущего импульса продолжается его коррекция, и здесь еще все еще возможен рост. Если кто-то здесь набирал, то позиции еще актуально. Постоянно следим, что у нас покупает третий топовый кошелек, и сегодня он приобрел еще плюс 249 биткоинов. Продолжает товарищ пополнять свой баланс. И продаж не было аж с 9 ноября. Ну, конечно, не считая одного биткоина, когда он его продал и сразу же откупил. Также видим по информации от Glassnode, что предложение биткоина продолжает увеличиваться примерно с октября месяца. Как мы видим на истории до этого, данный показатель шел практически параллельно с ценой биткоина, но с октября он просто прет наверх, игнорируя все коррекции. По мне, так это сигнал на то, чтобы продолжать держать, если вы торгуете без стопов. К тому же с начала октября мы видим, как предложения биткоина, которые были активны более года назад, оно резко пошло в рост. То есть примерно в октябре 2020 года произошли вот такие массовые большие закупки. И это было, получается, где-то примерно вот здесь, перед самым пампом. Именно эти монеты сейчас учитываются в статистике. По ходу этого роста приобретались монеты, и они до сих пор удерживаются. Так ведут себя долгосрочные держатели, а вот краткосрочные холдеры закрываются в минус. Еще раз напоминаю, что такое было у нас в 2020 году, на летней коррекции 2021 года, и такое же мы видим сейчас. Именно здесь находится показатель профита краткосрочных холдеров. Он на достаточно низком уровне, что говорит о том, что те, кто покупали недавно, они напуганы
и склонны к тому, чтобы продавать в минус. Давайте посмотрим, что у нас происходит с резервами биткоина на биржах. Они продолжают снижаться. Биткоин выводят больше, чем заводят. Напомню, что это является бычьим сигналом в долгосрочной перспективе. Хэшрейт также у нас удерживает восходящую тенденцию. Локально скорректировали показатель, но на дистанции видим, что хэшрейт постоянно растет. К тому же мы недавно обновили исторический максимум. И если говорить о хэшрейте, то здесь не очень хорошая новость вышла сегодня. Регулятор Европейского Союза призвал запретить энергоемкий майнинг криптовалюты. По словам финансового регулятора, без вмешательства властей все больше возобновляемой энергии будет направляться на добычу криптовалют, а не на усилия по замещению угля в качестве традиционного источника энергии. Они считают, что регулятор должен запретить алгоритм Proof of Work, который используется для майнинга биткоина. Сообщается, например, что в Швеции это уже стало национальной проблемой. Университет Кембриджа рассчитал, что на майнинг одной единицы биткоина расходуется столько же энергии, сколько требуется для проезда электромобиля среднего размера на расстояние 1,8 миллиона километров. Также они заявляют, что доля майнинга в общем потреблении энергии в мире составляет 0,6%. Ежегодно на добычу биткоина используется больше электроэнергии, чем во всей Норвегии. Вот так снова поднимаются у нас энергетические вопросы, раздувая негатив вокруг битка. И это может на самом деле негативно сказаться, если их предложение услышат и, например, на законодательном уровне решат все-таки как-то это дело ограничить, либо вообще запретить на территории Европейского Союза. Потому что у них сейчас проблемы с энергоносителями, и, по крайней мере, пока длится зима, данный вопрос будет актуален. К весне, к лету, думаю, с этим будет как-то попроще. А вот еще один товарищ, который любит у нас пампить и дампить крипту, это Илон Маск. И в Твиттере он снова опубликовал такие двусмысленные фразы. «Верьте в будущее, скоро вернемся на Луну». И картинка, как ракета летит на Луну. Не было больше никаких пояснений, что он имел в виду, либо намеки опять на криптовалюту и на, в частности, Dogecoin, который, кстати, в 2022 году он обещал направить в сторону Луны. Может быть, вполне к этому и отсылка. Еще пару интересных новостей. Binance присоединилась к альянсу по противодействию киберпреступникам. Binance стала первой в криптовалютной индустрии компанией, которая присоединилась к данному направлению, к некоммерческой организации NCFTA. Эту организацию создали 20 лет назад, и главная их цель – это обеспечение обмена информацией и экспертными знаниями между частными фирмами, а также правоохранительными органами и представителями научного сообщества в рамках международных усилий по борьбе с киберпреступностью. Надеюсь, это поможет защитить самую популярную в мире биржу от каких-то взломов и проблем. Главное, чтобы Binance сами не блокировали счета пользователей. Еще об одной бирже пользователи Coinbase смогут покупать NFT с помощью MasterCard. Они подготовили новую инициативу. Пользователи биржи смогут покупать коллекционные токены с помощью фиатных средств на картах MasterCard. То есть уже не за крипту, как это обычно было, а просто за доллары, евро. И, возможно, даже вместо того, чтобы пойти в пятерочку, ты пойдешь и купишь себе картинку за рубли. Такого, конечно же, не будет, потому что Coinbase недоступна на территории России. А так хотелось купить себе какую-нибудь картинку вместо макарошек. И мы еще сегодня не смотрели график биткоина, здесь глобально ничего не изменилось, но посмотрим, куда же у нас двигается график. По-прежнему мы торгуемся возле хорошего уровня поддержки, мой лонг еще актуален, стопы не выбиты, и сейчас происходит на наших глазах откуп. То есть мы зашли за уровень сопротивления и сейчас возвращаемся обратно. Посмотрим, что это будет в конечном итоге, но я такие короткие движения не торгую, для меня более глобальная картина намного важнее. И по-прежнему я нахожусь в лонге, держу длинную позицию и без суеты смотрю на происходящее на графике биткоина. Здесь в приоритете для меня по-прежнему на данный момент это рост. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли. Счастливо!